Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на зиму 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот очень событийный период времени. Да, это будет гороскоп по декадам, но если вы будете слушать этот гороскоп линейно, не перепрыгивать, не искать свою декаду, и иногда слушать информацию, которую буду говорить всем девам, то вы извлекете максимально пользы от этого видео. Да, друзья, этот гороскоп можно смотреть по Солнцу или же по асценденту. И если вы смотрите по Солнцу, то девы первой декады – это все те, кто родился в августе. Девы второй декады – это все те, кто родился с 1 по 10 сентября. Девы третьей декады – это те, кто родился с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов отрезка знака Девы на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, то это первая декада. Если с 11 по 20, то это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, то вы третья декада Девы по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? Это гороскоп на январь, февраль и март. 21 марта мы с вами входим в астрономическую весну 20-21 в этом году. Все в зависимости от того, в какой части нашей планеты вы сейчас находитесь или живете. Ну что, дорогие, готовы? Поехали! У нас одно из ярких событий января начинается, конечно же, с полнолуния. 3 января у нас полнолуние в Раке. И это, могу сказать, такой очень активный, амбициозный период начинается. Кто-то будет, конечно же, возможно, чувствовать чуточку ранее. Почему? Потому что здесь у нас будет хоть и полнолуние в Раке, но Солнце с Луной будут в аспекте с Юпитером. А Юпитер – это та планета, которая, как правило, еще аспект не сложился, но настроение уже к этому способствующее. Все, что связано с Юпитером, это Юпитер вообще социальная планета, раскачивает нас в обществе, кем-то быть, развиваться, кем-то стать, реализовываться, достигать в карьере. Но не по тяжелой, как Сатурн, а более мягко, с творческим подходом, с настроением, желанием, чтобы нравилось, с количеством интеллекта, потому что Юпитер – это планета, которая всегда нас заставляет развиваться, хочется или не хочется, у нас какое-то всегда настроение, нам кажется, мы мало знаем. То есть здесь все профессиональные компетенции, знание иностранных языков тоже всегда в копилочку, все, что связано с Юпитером, путешествия. За границу могут быть так и командировки. Если за границу, то пожить там с какой-то целью и не на всю жизнь, но через какое-то время вернуться, получить полезного опыта и потом это вспоминать, да, либо применить в своей жизни. Командировки тоже хорошие истории в другой город, в другой район, профессиональные переподготовки. А когда Юпитер идет по знаку рыбы, это всегда еще вопросики решения своих семейных вопросов путем приобретения недвижимости. Поэтому здесь тоже история такая очень хорошая будет для дев. Профессиональные навыки, качество компетенции, улучшение качества своей жизни. И вот эта история как раз-таки очень сильно взыграет у дев и третьей, и второй декады, как раз-таки вот в полнолуние 3 января. Не могу сказать, что у дев первой декады как-то вот оно будет все очень плохо, очень сложно. Нет, у дев наоборот первой декады пока попроще, как раз-таки начало января, оно полегче, нет таких больших скачков, аспектов на самом-то деле. Единственное, Меркурий, ваш управитель, находится в первой декаде Козерогов. И здесь, конечно, тоже будут какие-то возникать вопросы, какие-то недоговоренности, возможно, где-то уплывание в иллюзии, хочется как-то отдохнуть. Но эта история еще в конце декабря была, и уже она распадется очень быстро, не будет она так долго влиять на вас, а наоборот, будет такое движение в рост. К середине января, по крайней мере, у дев первой декады
будет очень хорошая история в развитии, и кармические узлы в середине января перейдут как раз-таки в первую декаду оси Девы, Рыбы. Поэтому, дорогие Девы первой декады, начало января могу сказать, что у вас такое, первая неделя уж точно так полегче, чем у Дев других декад. Вы, по крайней мере, можете претендовать на какой-то отдых, можете сказать себе: я хочу отдохнуть, я вот как-то вот устал, потому что на самом-то деле кармические узлы в середине января поменяют декаду, и здесь уже начнется такой внутренний вопрос: а почему я не иду там туда, куда я хочу, почему я не развиваюсь, почему в моей жизни нет того, чего мне хочется. И поднимутся такие фундаментальные вопросы своего я, своего эго, своего характера, своих желаний, целеустремленных позиций в том числе. И это очень хорошо. То есть у вас начнется с середины января вот такая активная история у Дев первой декады. У Дев второй и третьей декады, ну, во-первых, у Дев второй декады Юпитер в середине января уже вот прям к 11-12 числам подгребает во вторую декаду рака и будет задавать очень гармоничный аспект Девам второй декады. А Дев второй декады, кстати, кармические узлы-то выйдут в середине января, да, и такие вопросы тоже проснутся: кем я хочу стать, когда вырасту, кем я хочу быть, и вот эта вся прочая история. Плюсом у нас в январе, в середину января соединяется Меркурий с Солнцем, с Марсом, с Венерой. Все это во второй декаде Козерога, и к 20 числам января перейдет уже в третью декаду Козерога. Поэтому здесь Девы и второй, и третьей декады. То есть у вас такие вопросы профессионального роста. Вам захочется всего. Вам захочется на максимум. Вам захочется в своей жизни что-то такое сделать. И если у Дев второй декады эта история попроще, связана будет только с Юпитером, то есть Юпитер будет вот так вас включать, но внутренние противоречия будет казаться, что как-то вот нет удовольствия, нет удовлетворения от того, что вы сейчас имеете. И это будет таким толчком для Дев второй декады в январе, и это будет очень хорошая история, которая поспособствует вашему профессиональному росту, либо развитию ваших отношений любовных в том числе, то есть захочется нечто большего, а не просто гулять, встречаться, захочется выйти на новый уровень в своих отношениях. И это тоже очень хорошая история Девы второй декады. Поэтому здесь, конечно же, не пренебрегайте этой историей. Девы третьей декады, у вас, смотрите, заканчивается финальная петля последних нескольких лет. Конечно же, все, кто за последние несколько лет устали, последние 2 года, когда Сатурн шел по знаку Рыбы, естественно, все девы это ощутили. И первая, и вторая, и третья. И вот остался Сатурн в третьей декаде. Рыб и третья декада Дев, конечно, уже от него устала. Что дает аспект Сатурна? Это история, связанная с финансами, с долгами, необходимость работать и именно есть понимание, что для того, чтобы заработать те самые деньги, которые хочется и необходимы, да, не столь хочется, а необходим, нужно брать больше должность, больше ответственности. И это нормальная такая история, потому что напряженный аспект Сатурна, он не прорабатывается, он проживается только, когда мы приобретаем больше ответственности, когда мы берем вот эту планку, не сдаемся, себя реально морально поддерживаем, потому что наши действия зависят от нашего морального состояния. И говорим себе, что это закончится, и это закончится. При всем при этом, надев третьей декады, есть еще такое очень явное движение как раз-таки Урана. Уран до 26 апреля 2026 года будет находиться в знаке Тельца, поэтому здесь Девы третьей декады для того, чтобы вам начать как-то больше зарабатывать, необходимо как раз-таки включить аспект Урана и начать делать что-то новое, новое направление брать в работе, либо это новая работа, новая должность, что-то новое, какие-то новые принципы, что-то в себе поменять, какие-то привычки, которые вы понимаете, что они вам вообще никак не помогают, да, потому что Сатурн будет в оппозиции до середины февраля, где вам третья декада. Но Сатурн – это та планета, если аспекты Юпитера мы чувствуем за 3-5 дней, то есть у нас такое настроение более позитивное, если это там гармоничный аспект, или наоборот противное, мы начинаем скандалить, это когда напряженный аспект Юпитера, то когда напряженный аспект Сатурна уже ушел, но финансовые вопросы, бюрократические вопросы продолжают еще нам
напоминать о том, что было, и доделывать эти события, обстоятельства. Мы уже вроде как хотим это закрыть, но не получается. Еще какие-то там бумажки, вопросы, и это так долго растягивается. Поэтому не удивлюсь, если эта история продлится аж до марта, удев третьей декады. Но историю Сатурна можно компенсировать, то есть если это все равно связано. То есть вы послушали вот это все и поняли, так, вот здесь будет очень много вопросов. Что можно сделать? Здесь, например, можно вложить сюда либо новая работа, естественно, где вы будете узнавать что-то новое, у вас будет множество новой документации, информации и тому подобное, и новой ответственности, да, либо же здесь приобретение недвижимости, это тоже требует колоссальной ответственности, это всегда финансовые вопросы, волнения насчет финансов, то же самое примерно, да. Кто-то еще любит вкладывать здесь истории с разводом, вот здесь могут как раз-таки складываться, но это такая сложная личная история, здесь по личным указаниям, конечно же, только я все говорю, поэтому если, дорогие девы третьей декады, у вас есть, ну и второй, и первой тоже декады, если у вас есть вопрос, оставляйте в комментариях к этому видео, пишите свою дату, время, место рождения, ваш вопрос, для того, чтобы я вам рассказала, что у вас же там случится в этом январе, потому что, дорогие, я общий гороскоп рассказываю, я надеюсь, вы это понимаете, плюс он еще поделен по декадам для большей точности, да, понимаете, да, что еще для того, чтобы максимально совпало, для этого и существует индивидуальные консультации, понимаете, когда я по вашим данным рассказываю, как именно будет у вас, да, не у людей, которые вот все вместе в этих 10 градусах собраны. Понимаете, о чем я говорю? Январь, в принципе, у нас будет очень такой активный. И можно таки сказать, что это будет тяжелый месяц, но нет. Иногда нам для того, чтобы начать нечто новое, нужно убрать свои завалы прошлого. И очень часто мы сами себя в эти завалы погружаем, где-то убираем свое внимание с этих вопросов, да, и где-то начинаем как-то вот забывать, что мы тоже личности, что мы достойны какой-то вот такой нормальной жизни. Поэтому вопросы января, они вот такие. Удев первой декады, они достаточно простые. Наступят чуточку позже, будете раскачиваться с середины января. Девы второй декады, у вас завершение прохода кармических узлов по вашей декаде. И, конечно же, аспект Юпитера своим противоречием как-то настраивает на работу, на продуктивность, и это очень хорошо. Удев третьей декады, опять же, ответственность от Сатурна и от Нептуна. Да, Нептун тоже завершает свои финальные, вообще совершенно проход, да, свой финальный проход по последним градусам рыбы, оказывает еще такое эмоциональное напряжение и совсем скоро перейдет в знак Овна и не будет вообще уже влиять на Дев. Вот такая история. Поэтому здесь станет легче в эмоциональном состоянии именно Девы третьей декады, потому что я понимаю, насколько это напряженно на самом-то деле. И если рассматривать весь январь, да, то про полнолуние 3 января я сказала, и у нас такой активный месяц начинается, активный, можно так сказать, 9, 10, 11, 12. Там просто на небе выстраивается очень много мультитранзитов за счет того, что и Меркурий, и Марс, и Солнце, и Венера – они соединяются все в Козероге. Поэтому если вы меня спросите о покупках, покупки только основательные. Недвижимость – да, удев второй и третьей декады. Какие-нибудь такие легкие, чего-то там, деньги свои куда-то пустить на какие-то привилегии, хотелки, очень дорогие. Пройдет время, аспект распадется, в феврале скажете, зачем было потрачено столько денег, абсолютно ненужная вещь. Понимаете, о чем я говорю? Потому что февраль у нас, если смотреть по аспектам, сложнее, чем январь. Январь, я могу сказать, что такой очень достаточно позитивный. Сейчас девы третьей декады мне скажут, Женя, вообще нет. Соглашусь, что у дев третьей декады, кто именно родился вот прям в последних градусах, близко к весам, вот здесь будет максимальное напряжение, конечно, у других дев только осталось послевкусие от Сатурна. Понимаете, о чем говорю, да? Поэтому здесь к середине января начинаем раскачиваться, очень сильно идти вперед, очень активно. И да, одна такая важная история, которая у дев первой декады будет работать на ближайшие 3 месяца, это январь, февраль и март, это Лилит.
Лилит в этот момент будет проходить первую декаду знака Стрельца и делать квадратуру девам первой декады. Поэтому здесь, дорогие, понимаете, что Лилит, когда идет по Стрельцу, это страх успеха, страх переживаний, страх того, что не получится или же наоборот получится, потому что многие люди не достигают успеха, потому что не знают, чего делать дальше. То есть боятся зарабатывать большие деньги, потому что знают, что их будут нести, боятся выйти замуж, жениться, потому что не знают, что делать дальше. Нет представления, нет понимания или понимают, что как-то вот могут повести себя некрасиво, занимая высокую какую-нибудь должность, пост, успех, популярность, публичность, потому что Лилит, когда идет по Стрельцу, это вопрос на популярность, на публичность. Тоже такая история, да, связанная с Юпитером, когда мы получаем различные почетные должности, положения, либо там почетный учитель, тоже такая история. Многие люди, бывают, отказываются на полпути, вот уже остался полшажочка дойти, ты же уже все сделал, ты уже заслужил, ты молодец. Но нет, человек говорит, и не хочу, я уже вроде как все достиг, все, мне этого уже не нужно. Страх появляется. Поэтому здесь, девы первой декады, в этом январе было бы хорошо для вас как раз-таки разобраться, чего же вы на самом деле боитесь и почему вы не идете туда, куда вам нужно. Чем быстрее вы с этим разберетесь, тем активнее у вас будет февраль и март. И да, мы идем дальше. Что касается любовных отношений, постарайтесь зрело и стабильно посмотреть на свои любовные отношения. Конечно же, на аспекте Венера в оппозиции с Юпитером захочется потусоваться, захочется предъявить претензии к своей второй половинке, но Венера находится в Козероге. Поэтому постарайтесь максимально честно себе ответить, а что такого делает вторая половинка, чего не делала раньше, для того, чтобы как-то вот что-то изменилось в ваших отношениях, ваш взгляд на эти отношения. Поэтому здесь вот такая история. Следующее событие, такое очень сильное, очень мощное в январе, это 18 января у нас новолуние, новый лунный цикл новолуния в Козероге. И я могу сказать, что этот лунный цикл будет поистине сложным. Если его так разделить на периоды, то январская часть будет легче, чем февральская. Понимаете, да? И да, 18 января у нас уже прям соединились и Луна, и Марс, и Меркурий, и Венера. Они все в Козероге, плюсом в соединении еще с Плутоном, который в Водолее. И это такой, понимаете, очень мощный стелиум, который при всем при этом в очень гармоничном аспекте с Сатурном и с Нептуном, которые влияют на дев третьей декады. При всем при этом, дорогие мои девы третьей декады, у вас должно вот к этому началу лунного цикла должно включиться максимальное такое сопротивление всем своим трудностям и проблемам и желание все преодолеть. И у вас оно на самом-то деле должно получиться. Здесь профессиональный рост, карьера, статус. В любовных отношениях быстренько разбирайтесь со своими сопротивлениями, со своими скандалами, ссорами, если они есть, да, включайте новое в работе, движение вперед, и тогда у вас будет происходить все очень хорошо. Опять же, про покупки только очень основательные, либо то, что внесет на развитие вашей профессии, вашей жизни, фундамент для вашей работы, для вашей жизни, то есть это либо дом, недвижимость, да, либо какие средства для вашего заработка такие основательные. Опять же, легкие посредственные покупки постарайтесь отложить, потому что деньги вам, поверьте, в этом феврале еще очень сильно пригодятся, ну и в марте, собственно, тоже. Что касается учебы, обучения, здесь, в принципе, может быть такая история, у кого будут юридические вопросики у дев третьей декады, но здесь по большей этой части суды, разбирательства могут возникнуть, да. Не могу сказать голословно, что у вас это получится легко. В принципе, должно получиться. Гармонично здесь все-таки аспект. Опять же, у дев третьей декады здесь еще и напряженный аспект Сатурна. А напряженный аспект Сатурна – это тот аспект, если на нем мы расслабились, то деньги к нам не приходят, они наоборот уходят. Понимаете, в чем разница? И я тоже не люблю напряженный аспект Сатурна. Я такой же человек, как все. Но, как показывает опыт, практика и знание астрологии, еще ни разу ни у кого аспект Сатурна не пришел, когда просто так мы ничего не делали и деньги пришли, понимаете?
о чем я говорю. То есть о реальном подходе к жизни. Поэтому здесь, если у вас какие-то юридические вопросы, оставляйте свои комментарии со своими данными для того, чтобы я посмотрела. У дев второй декады начнется как раз в этом новом лунном цикле такое движение мощное, активное вперед, и захочется очень много чего сделать. Захочется вот так вот активно блеснуть знаниями, внутренний достигатор откроется, да, захочется достижений, захочется развития, реализации. Очень хорошая история девы второй декады, и было бы очень хорошо, чтобы у дев первой декады тоже включилась эта же история. Но девы первой декады, опять же говорю, из-за напряженного аспекта Лилит вы можете останавливаться и не идти вперед. И открыть свои глаза в апреле, когда Лилит перестанет влиять, и скажете, что вы пропустили очень много времени для своих страхов, переживаний, сомнений, а это будет целых 3 месяца. Понимаете, я о чем говорю? А здесь можно прямо-таки дерзать и очень много сделать. Январь очень потрясающий месяц, если делать и не останавливаться. И идем дальше из следующих событий января, 26 января 2026 года. Заметили, да, в 2026 году планеты меняют знак на красивых цифрах, да, 26, 01, 26, да, это Нептун, и 26, 04, 26, это Уран. Красиво, да? Но опять же, сложности этой смены. Так вот, но на самом-то деле Нептун поменяет знак, и для дев третьей декады станет легкость. Это правда. Уйдет вот это депрессивное состояние, поэтому если у вас сейчас какие-то эмоциональные качели в жизни, в личной жизни, в работе, какие-то внутренние страдания, депрессивные состояния, то эта история уйдет в конце января, девы третьей декады, и вам станет хорошо. Вот правда, это в тот момент, когда просыпаешься утром, и хорошо, и такое чувство легкости, то есть ушла депрессия, головная боль, и все становится хорошо. И да, следом у нас февраль. Вы спросите меня, как почувствуют девы первой и второй декады движения Нептуна? Никак, у вас аспекта этого уже нет. На вас влиял Нептун ранее, и когда он будет идти по Овну, он может только оказывать влияние на ваши личные транзиты, которые я здесь не вижу. Я надеюсь, это понятно, понимаете, да, дорогие? То есть, продев первой и второй декады аспектов Нептуна, только косвенно могу сказать, через вашего управителя, но у вас будет очень хорошая история, если у вас есть такой большой план развития действий, потому что в конце января Нептун будет в очень гармоничном аспекте с Меркурием, с вашим управителем, а это очень хорошая история писательская, творческая, музыкальная. То есть если вы работаете в творческой профессии, вы литератор в том числе, то это такой момент написать свою лучшую книгу, хит-бестселлер, да, написать свою песню, фильм создать, все, что связано с творчеством, то есть мир творчества, все, что требует творческого подхода у дев и первой, и второй, и третьей декады с начала нового лунного цикла 18 января и весь январь, то есть вторая половина января под очень гармоничным аспектом Нептуна к Меркурию. Очень хорошая история, писательская, делайте, действуйте, развивайтесь, и будет вам хорошо. И да, у нас следом идет февраль, и могу смело сказать, что февраль у нас будет не то, что он необычный, нестандартный, да, по сравнению с тем, какой приземленный у нас будет январь, то есть как захочется нам каких-то больших смыслов, мы начнем что-то делать, прикладывать. Здесь главное прикладывать свои силы. Здесь главное после праздников выйти достойно и включиться в свою жизнь, да. Тогда январь будет очень потрясающим, и это правда. За счет того, что все планеты личные у нас находились в знаке Козерога, и для дев это очень такая приземленная, понятная стихия, когда мы понимаем, что так, нам нужно сделать это, у нас есть на это ресурс, мы спокойно садимся, делаем, мы усидчиваем, мы знаем, как свои силы рассчитывать, у нас на это есть время, и нам с этим хорошо. Нет какой-то бешеной гонки и ускорения. И вот здесь начинается февраль. И февраль на самом-то деле начинает ускоряться. Конечно, у меня еще будет гороскоп на февраль отдельно, но все же сейчас так быстренько постараюсь рассказать про этот бешеный февраль. Он на самом-то деле будет на ускорениях. И у нас сразу же с начала февраля, с 1-2 февраля, все зависит от полушария, в каком вы живете, у нас полнолуние. Полнолуние во Льве. Это ось Льва Водолея.
При всем при этом у нас Марс Водолей, Меркурий Водолей, Венера Водолей. То есть понимаете, насколько приземленным был январь, и у нас сейчас все Водолей, а Водолей это такая воздушная стихия, когда нам не хочется ни за что отвечать, мы не хотим ответственности, мы хотим легкости, нам вдруг резко кажется, что мы устали, нам надоело, и хочется уйти в закат. Вопросики к полнолунию. К полнолунию на самом-то деле нету вопросиков, оно во Льве, и когда полнолуние во Льве, так еще и Луна в этот момент в оппозиции с Марсом. То есть здесь по такое внутреннее самолюбие, самооценка в нас взыграет. Я не могу сказать, что это плохо, понимаете, опять же. То есть главное, что здесь внутреннее самолюбие, самооценка взыграла нас и сподвигла на достижение. Как, например, то есть эти аспекты хорошо будут влиять на дев третьей декады, стимулировать к заработку, стимулировать закрыть все свои финансовые вопросики, все свои эмоциональные дыры, все, что накопилось, вспомнить о себе, поднять свою самооценку, одеть свое лучшее платье, костюм, почувствовать себя человеком, пойти работать на ту работу, на которую хочется, да, девы третьей декады, вспомнить себя, какими вы были всегда, почему вы потеряли себя в отношениях, почему вы потеряли себя на работе, почему в какой-то момент вы перестали проявлять свой такой характер, а надо бы проявлять свой характер, надо бы вспомнить себя. И эта история такая очень хорошая. Вот это полнолуние будет очень хорошее для именно дев третьей декады. Девы второй декады у вас, дорогие, смотрите, могут возникнуть споры и вопросики в любовных отношениях, но здесь нужно с этим договариваться, здесь захочется, конечно же, свободы, здесь появится такое внутреннее желание к развитию, но захочется как-то и предъявить претензии своим вторым половинкам. Плохая история для того, чтобы распылять, тратить деньги, здесь они утратятся, и потом будет большое сожаление, не тратить деньги. Гуляние, свидания – не могу сказать, что вы найдете своего человека в феврале, да. Опять же, по указанию, может, у вас там Сатурн делает потрясающий гармоничный аспект, который будет вам способствовать как раз-таки к очень стабильному браку. Но здесь у меня его нет для дев второй декады, поэтому здесь Венера из второй декады Водолея в соединении с Меркурием и в напряженном аспекте с Ураном мне говорит лишь о том, что вам захочется, наоборот, свободы, уйти в закат, ни за что не отвечать, захочется сорить деньгами, эта история так себе. Постарайтесь этого не делать. У дев первой декады это полнолуние на самом-то деле будет способствовать такой большой внутренней трансформации, потому что здесь Лилит в гармоничном аспекте с Плутоном, при всем при этом в гармоничном аспекте еще и с Нептуном, когда это эмоционально будет хорошо выходить, и будет такое большое внутреннее понимание, кем же я хочу все-таки стать, как я хочу жить, почему я не живу так, как я хочу, и чем быстрее вы с этим разберетесь, тем будет хорошо, тем быстрее ваша жизнь станет яркой, интересной и такой, как вы хотите. Понимаете, дорогие? И да, идем дальше. У нас в ночь с 13 на 14 февраля Сатурн меняет знак. Сейчас девы третьей декады очень сильно порадуются. Сатурн меняет знак, переходит в знак Овен. О чем это? Это говорит о том, что ближайшие 2 года Сатурн будет идти по Овну до апреля 2028 года, и потом Сатурн перейдет в знак Тельца. Вот когда будет Сатурн в Тельце, несмотря на то, что в мире у нас будет такой небольшой сложный кризис, ну такой сложный период начнется в мире, это если забегать прям вперед, потому что всегда, когда Сатурн находится в напряженном аспекте с Плутоном, это всегда очень большой финансовый кризис, вообще трудные переживания, там бывают еще и военные вот эти истории. Поэтому здесь, смотрите, но для дев этот период будет для большого роста. Поэтому понимайте, дорогие, какой у вас, например, есть сейчас запас прочности и активности в вашей жизни. То есть начнется вроде как полегче ситуация для дев третьей декады, уходит напряженный аспект Сатурна, который заставлял, стимулировал зарабатывать больше, который заставлял взрослеть, брать ответственность на себя больше за свою жизнь, да, за все свои обязанности. И вот Сатурн уйдет, и 2 года его не будет. Но аспект Сатурна – это всегда для того, чтобы мы росли и получали все те социальные должности, почести, которые мы должны получить в течение всей жизни. Если мы сами отказываемся, тогда аспект Сатурна всегда для нас напряженный. Так вот, когда Сатурн перейдет в знак
Деву это будет очень в знак Тельца, это будет очень хороший такой период, но это будет только через 2 и чуточку больше года. Поэтому здесь понимайте, там будет гармоничный аспект Сатурна. Вот. Несмотря на все другие аспекты мировые, да. И да, те аспекты Сатурна, которые еще вот докатываются, события у Дев третьей декады, помните, я говорила, это еще продлится дальше. Почему? Потому что у нас с 17 февраля включается коридор затмений. С 17 февраля он начинается на растущем лунном цикле, и это будет новолуние в Водолее. Не могу сказать, что это будет легкая история для дев, потому что новолуние в Водолее, еще и Солнце с Луной в квадратуре с Ураном, момент, когда захочется очень резко новой жизни, как раз таки у дев третьей декады. Вот здесь девы третьей декады захочется прям таки взять все, отметить и сказать, как мне хочется легкости и такого вау-эффекта. Постарайтесь быть более стабильны в своих выборах и взглядах. Постарайтесь не улетать ни в какие реальности, потому что здесь можно на таких скоростях очень сильно вообще на одну жизнь поменять на другую, понимаете? Если это связано с вашей профессиональной деятельностью, это потрясающе. То есть если вы в работе решили настолько ускориться, будет хорошо. Если же в личной жизни, эффект может быть даже необычным. Понимаете, я о чем говорю? Что касается дев второй декады, дорогие, у вас здесь вопросы от Юпитера, и в этот коридор затмений у вас только профессиональный рост, скачок в работе, в карьере, в реализации, потому что здесь даже Меркурий, который находится в рыбах, он в потрясающем аспекте с Юпитером и делает очень хороший аспект девам, Солнцем девам второй декады. Поэтому, дорогие девы второй декады, у вас этот коридор затмений, я не могу сказать, что он какой-то для вас такой необычный. Он для вас необычный в плане того, что от вас требуется сделать очень много в работе, у вас будут на это силы. А так как у нас коридор затмений на растущем лунном цикле, то наоборот нужно эту историю форсировать. Нужно делать как можно больше. Не сидеть, не ждать, пока закончится этот коридор затмений. У вас фактически вот сейчас вот движение, действие вперед для того, чтобы сделать как можно больше. У дев первой декады у вас будет такое, знаете, ярое желание как-то ускориться в этот коридор затмений, но будет получаться не так стабильно, как хочется, потому что девы все-таки это приземленный знак. Здесь захочется быстрых, резких, кардинальных изменений, может быть, даже как-то хайпануть, как-то где-то назло сделать. То есть вот такая эмоция. Постарайтесь быть все-таки аккуратнее, потому что кармические узлы здесь идут в соединении с Венерой, то есть северный кармический узел. Венера на кармическом узле – это всегда вопросики, связанные с Венерой. Венера – это про любовь, про отношения, когда нам хочется навести в них порядок, но мы погрязли в иллюзиях, потому что Венера у нас в этот коридор затмений будет идти по рыбам, а это максимально иллюзорный взгляд, когда мы своего партнера обрисовали тем, кем он не является, и нам хочется в него верить, что он самый классный. Точно такая же иллюзорная история, если Венера в рыбах к финансам. Нам кажется, что как-то вот финансы уладятся сами, но они не уладятся. Понимаете, о чем я говорю? Здесь просто очень хорошее время в этот коридор затмений, потом в марте решать свои финансовые вопросы, максимально зарабатывать, потому что здесь идет такое ускорение для заработка в том числе. Будьте аккуратны, не производите каких-то таких резких действий, выхода из ситуации, когда захочется все вот так вот бросить, потому что следом, ну, в начале марта Марс еще переходит в знак рыбы и будет как раз-таки делать оппозицию девам, он очень медленно будет идти по рыбам. То есть здесь такой вопрос агрессии, когда потом будет внутренняя такая агрессивная составляющая своего неправильного действия, выбора. То есть будьте аккуратны в этот коридор затмений, не чудите. Вот так могу сказать, не чудите. И тогда все пройдет хорошо. Плюсом у нас еще в этот коридор затмений складывается ретроградный Меркурий. Ваш управитель уходит в ретроградное движение в рыбах с 26 февраля по 20 марта. Это больше, чем 2 недели. Обычно он меньше. Но он в рыбах ретроградный. При всем при этом соединении будет с Венерой в коридор затмений. А это те вопросики с финансами в отношениях, про которые я только что говорила. И эта история уместна вообще для всех декад дев, и для первой, и второй, и для третьей. Поэтому наводите порядок в своих отношениях, договаривайтесь, наводите порядок в своих финансах,
Поймите, что копить сейчас в эту зиму гораздо важнее, чем распылять и тратить на какие-то свои мелкие прихоти, на какие-то непонятные «хочу», а, потому что март у нас идет следом, очень эмоциональный месяц, когда нужно сделать очень много. И делать нужно самим. Не придет волшебник, нас не спасет, деньги сами не заработаются, проблемы сами не уладятся. И вот в чем сложность-то коридора затмений? Самая его максимальная сложность, что это всегда эмоциональный период. Это всегда те действия или последствия тех действий, которые мы делали ранее, не хотели их там делать, и у нас осталось то, что осталось. И вот сейчас нам нужно вот с этим разобраться. И это финальная такая петля всех этих событий, которые с нами были, всех тех решений, которые были раньше. И мы сейчас принимаем решение либо расти, взрослеть, либо наоборот теряем свои позиции. Здесь каждый выбирает сам, понимаете? Это я говорю девам первой и второй и третьей декады. Поэтому говорю, серьезненько собираемся, дорогие, в этом феврале нужно быть максимально сильными, четкими и понятными. И почему я так говорю? Потому что у нас коридор затмений заканчивается 3 марта. И 3 марта он заканчивается полнолунием в Деве. А как мы знаем, что Девы – это самый четкий знак, который четко знает, чего он понимает, чего он хочет. Дева – это тот знак зодиака, который делает выводы, основанные на правде и на реальности. Несмотря на то, что эта правда и реальность могут всем не понравиться. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому максимально важное полнолуние для Дев, вообще любой декады. Вообще любой декады. И здесь эту историю нужно очень хорошо, дорогие мои, понимать. И девы первой декады, и девы второй декады, и девы третьей декады. Насколько вы вышли из иллюзий, насколько вы справились с своими вопросиками кармическими, особенно все, что связано с событиями последних коридоров затмений, то есть коридор затмений, который был в сентябре 2025 года, это март 2025 года, и это коридор затмений в конце сентября, начале октября 2024 года. То есть, понимаете, последние 2 года, полтора. То есть это очень важный период для дев, для того, чтобы закрыть все прошлые истории, если вы в них устали. Если вы прекрасно понимаете, что вы не можете эти истории закрыть, то вы можете навести там порядок и сделать так, чтобы вам нравились ваши отношения, ваша работа, ваша жизнь и тому подобное. То есть вот такой будет коридор затмений. Заканчивается полнолунием в Деве. Естественно, и Солнце, и Луна в соединениях к кармическим узлам максимально прочувствуют эту встряску. Девы первой декады будут чувствовать агрессивное напряжение, которое я опять же говорила, да, то есть Марс зашел в знак Рыбы, при этом он в квадратуре с Ураном, и здесь будет такое напряжение, как будто жизнь перестала быть такой устойчивой. Опять же, 26 апреля 2026 года Уран поменяет знак, перейдет в 1 градус Близнецы, и у Дев первой декады жизнь начнет меняться очень сильно быстро, потому что это будет напряженный аспект Урана, который будет заставлять вас меняться. И здесь смотрите, вот сейчас можно изменить свою жизнь для того, чтобы потом на Уране подняться сильнее, да, для того, чтобы потом не обнулиться, потому что Уран дает обнуление. У вас пока есть такой фундамент, такой запас прочности, да, даже не фундамент, запас прочности для того, чтобы построить свое будущее, да, чтобы потом не было качелей. У Дев второй декады это полнолуние будет бить по самолюбию, по самооценке, по внутреннему ощущению, что как-то вот что-то я не имею того, чего хочу, да. И здесь делайте, потому что Юпитер в потрясающих аспектах к Девам второй декады только в рост, только в развитии будет у вас получаться классно и максимально. Девы третьей декады в это полнолуние здесь постарайтесь договариваться, потому что ретроградный Меркурий в третьей декаде Рыб, при всем при этом там Венера в третьей декаде, которая скоро выходит, да, поэтому здесь максимально договаривайтесь, решайте свои вопросы, решайте свои переживания. Если вам кажется, что вы не справляетесь, вы справитесь, дорогие, и у вас получится уладить все свои вопросы. Но не дожидайтесь нескольких месяцев, не дожидайтесь, пока придут, например, к вам помощники в виде, например, Юпитера, который только в начале мая перейдет к аспекту Девам третьей декады, гармоничный аспект. Делайте уже сейчас для того, чтобы апрель у вас был потрясающий, чтобы март не был таким, знаете, волнительным, долгим, нудным.
Вообще, если говорить про март для всех дев, я могу смело сказать, что это тот месяц, когда нам все нужно сделать самим. Нам, конечно, хочется, что там за нас муж, жена, коллеги, начальник что-то сделают, как-то какие-то поблажечки, как-то будет полегче. Но у нас Марс перешел в знак рыбы. И он очень долго будет идти по рыбам. Весь март точно. И это всегда такая история, когда вообще неудачная позиция для Марса, для действий, да. Будет такое депрессивное состояние раскачиваться, будет такое флегматичное состояние, когда не хочется ничего не делать. Это будет у дев вызывать такую агрессию, депрессию. Все зависит от того, какие у вас состояния в вашей натальной карте, у вас больше, да, тяга к чему. Поэтому здесь в легкости получаться вряд ли оно будет, да. Здесь нужно, наоборот, как-то силы приложить, усердие приложить, да, для того, чтобы оно шло дальше и получалось. У дев второй декады вообще нельзя отключаться от работы, от профессионализма. Все истории связаны с Юпитером. Покупки точно так же должны быть основательные для работы. Если что-то хотите купить, то купите себе какую-нибудь книгу, обучение какое-то важное. История с образованием очень хорошая. Поездки, путешествия. Опять же, повторяться не буду. Я про это уже все сказала в начале видео. И я надеюсь, что вы смотрите от начала и до конца, да, для того, чтобы не пересматривать. И девы первой декады, у вас вопросы с кармическими узлами. Здесь, конечно же, к середине марта Марс подойдет к северному узлу и будет, конечно же, вот такое внутреннее напряжение, даже раздражение. То есть первая половина марта у дев первой декады истории связаны с таким раздражением того, что надо бы все менять, но страшно, и я не могу на двух стульях усидеть. И вроде как понимание, что новая жизнь должна наступить. И вроде как жалко бросить этот чемодан без ручки. Понимаете, о чем говорю? На вот этих эмоциональных качелях можете просидеть до 27 июля 2026 года, потому что в этот день кармические узлы выйдут из знака Девы Рыбы, перейдут в знак Льва Водолея. То есть понимаете, как долго вы можете провиснуть в своих таких состояниях. Не надо тратить столько времени на свои эмоции. Это могут быть лишь только эмоции, либо же это может быть множество событий, про которые я говорила в самом начале видео. Тогда у вас все будет складываться очень хорошо и очень ярко, девы первой декады. Опять же, если мы в голове не можем устаканить свои вихри, если мы не понимаем, куда мы идем и чего мы хотим, то событий не будет никаких, это будут эмоциональные качели, и вы мне будете в комментариях писать, что у меня ничего не сбывается. А почему не сбывается? Потому что те люди, которые хотят, они не желают. Они берут и четко себе пишут: я хочу вот это, и когда я это сделаю. И тогда человек это делает. Плюс-минус неделя. Бывают, конечно же, несостыковки, задержки, но это случается, это происходит. Человек создал себе событие, и он его сделал. Это отличает взрослого человека от ребенка. Ребенок загадывает подарок на Новый год, и он случается, сбывается или же не сбывается. Понимаете, в чем она такая большая и очень важная разница? У дев третьей декады этот март будет без аспекта Сатурна, Нептуна. Здесь уже идет вообще такое расслабление и легкость в этом плане, но остается аспект Урана. Уран влияет гармонично для того, чтобы девы третьей декады начинали менять свою жизнь, начинали новые проекты, начинали жить в каком-то новом месте. Это, возможно, новый партнер по жизни, это, возможно, новые отношения, но не уходите сразу в омут с головой, да, максимально зрело смотрите на нового человека, на новую работу. Почему? Потому что эти аспекты очень рядышком шли, да, очень рядышком шли. И в других методах прогноза у вас еще даже не переключились события, поэтому вам нужно дать себе время как минимум до своего дня рождения. Потому что, чтобы даже хотя бы соляр переключился, понимаете, и даже в дирекциях еще не бывает, что так за 5 месяцев переключается, уходит какой-то аспект. В транзитах ушло, но все равно послевкусие и настроение останется. Да? Нужно смотреть уже чуточку позже. Поэтому дайте себе время пожить для себя. Если это новая работа, насладитесь этой новой работой. Насладитесь всеми плюшками, которые у вас там будут. Если это новые отношения,
тоже насладитесь новыми отношениями, почувствуйте свободу, почувствуйте радость. Вообще начинайте жить, девы. Третьей декады для вас это будет очень полезно и очень важно. А главное, нужно начинать чувствовать, потому что когда очень долгое время Сатурн в напряженном аспекте шел, мы теряем вот это чувство удовольствия, наслаждения, радости. Нам кажется, что мы обязаны, ответственны и только делаем. И вот здесь Сатурн ушел, и нужно себе позволить, неважно, мужчина вы или женщина, просто пожить. Я не говорю о том, чтобы идти сейчас на вечеринку, тратить все свои деньги, а потом сидеть без ничего. Нет, просто в каких-то таких обычных мелочах дать себе выспаться, режим сна, насладиться спокойной едой. И от малого пойдет такое большое-большое развитие вашей жизни. И март, вот он, понимаете, у каждой декады по-разному. Плюсом у нас 11 марта еще выходит из ретроградного движения Юпитер. И он, конечно же, очень гармонично влияет, продолжает надев второй декады. И понимаете, дорогие девы, второй декады этот аспект не вечный. У вас есть еще половина марта и апрель. И все, Юпитер в начале мая переходит в третью декаду рака и делает гармоничный аспект девам третьей декады, когда вот прям у них такое позитивное, оптимистичное начало, движение вперед и рост. И это будет очень хорошо. Но девы второй декады в марте насладитесь этим аспектом, понимаете, я о чем говорю. Девы первой декады, у вас история связанная, конечно же, в этом марте с противоречиями, с завершениями своих каких-то внутренних проработок, да, страхов, да, потому что Лилит выходит как раз-таки во второй половине марта, во вторую декаду Стрельца и перестает влиять на дев первой декады, поэтому страхи, фобии, волнения, переживания, от вас это все уйдет и включится совершенно другое настроение, но опять же, для этого настроения нужно делать и не идти на противоречиях, потому что здесь на середину марта могу сказать, что как раз таки у нас аспект здесь еще и Марс в соединении с северным кармическим узлом, а значит в оппозиции с южным, который сейчас находится в первой декаде дев. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, у вас все-таки, девы, первой декады очень большое движение, развитие вперед через коммуникацию, через новые знания, через поездки, через действия. Опять же, если вы будете сидеть бездействовать, ничего не случится. А если же будете действовать, получится все-таки работать и с очень далеким аспектом Юпитера, который тоже дает вам движение вперед. Это рост, это развитие, это карьера, это ваша социальная жизнь. Но здесь нужно понимать, что нужно делать. Март такой месяц сложный, и за счет того, что Марс идет по рыбам, и так хочется немножечко ничего не поделать, полениться. Вот такая история, понимаете. Но вообще зима 2026, она для того, чтобы девы наконец-таки завершили все свои страдания, потому что все вот эти качели, которые есть в вашей жизни, вы их себе сами позволяете. Может быть, вы скажете, что это грубо, но нужно просто четко себе сказать, как же вы хотите жить эту жизнь для того, чтобы в новом лунном цикле, который у нас начинается 19 марта, как раз-таки начать жизнь по-новому. Здесь, конечно же, можете себе нарисовать карту желаний, виш-листы, все что угодно. Потому что у нас 19 марта начинается новый лунный цикл, здесь Солнце в рыбах с Луной, но при всем при этом это в соединении с Нептуном и Сатурном, которые в Овне. Опять же, мыслительный знак, такой чувствительный, желающий знак против деятельного знака, да? То есть действия против такой идеализации, романтизма. Поэтому здесь планируйте как можно больше. Девы какой декады? Девы третьей декады? Однозначно. То есть вам на начало нового лунного цикла, для того, чтобы у вас конец марта и апрель были яркими и интересными, запланируйте как можно больше. У нас еще 20-21 марта включается астрономическая весна, и аспекты здесь тоже такие яркие и интересные. Вообще у нас апрель тоже будет очень хорошим для движения и роста вперед. Но для кого-то хорошее это может быть отсутствие каких-то событий, просто время отдыха, расслабления. И я не могу сказать, что это плохо. Это хорошо. Кому-то нужен просто отдых, и это тоже нормально. И дайте себе отдых, если он вам нужен. Да, это я сейчас всем девам сказала. Нужно уметь научиться отдыхать, потому что дева – это тот знак, который может вот в колею вот так встать и не расслабляться. Дайте себе время расслабляться, время, дайте себе отдых, и тогда у вас будет складываться хорошо.
Очень сложная у вас зима. Опять же, 19 марта начало нового лунного цикла. Очень сильно почувствуют это новое начало Девы третьей декады. Очень сильно почувствуют. У Дев второй декады могут возникнуть какие-то противоречия, волнения. Захочется очень сильно здесь потратить много денег, встретить партнера, который вы скажете: все, я влюбился, я влюбилась. Вот здесь такие могут быть головокружения, качели. Эти отношения подождите, сразу в омут с головой не надо Девы второй декады, потому что пройдет буквально неделя, чувства остынут, и вы скажете: а что это было? Что это было? Потому что в конце марта, в начале апреля Венера перейдет в знак Тельца, и вы скажете: это вообще что там было? Понимаете, я о чем говорю, да? Поэтому здесь будьте аккуратны, не тратьте свои деньги напрасно, поберегите. Не очень хороший аспект, когда хотя очень сильно захочется тратить, будьте аккуратны. Девы первой декады, у вас, дорогие, ничего нового не скажу, все то же самое, что говорила про начало марта. В конце марта такая же тенденция. Вы либо развиваетесь в своей профессии, в жизни, идете вперед медленно, но верно, либо нет. Либо это сложно, вы там же на месте стоите, и весь март получается у вас вот такой эмоциональный, сложный, немножко депрессивный, немножко с переживаниями. Но опять же, эти переживания вы скорее придумываете их себе, страхи. Но страхи – это та история, которая отделяет нас от нашей лучшей жизни. Поэтому здесь долго не ждите. Нужно включаться в новую жизнь, идти и развиваться, говорить себе, кто вы, кем вы хотите стать, когда вырастете, и делать по чуть-чуть, маленькими шагами. Вам будет казаться, что это ни о чем, но опять же, пройдет какое-то время, и вы скажете, что вы очень много сделали, потому что когда вы начнете по чуть-чуть делать, вы все равно будете немножечко ускоряться, но будет идти очень хорошо. Вот такая зима, дорогие девы, и первой, и второй, и третьей декады. Немножечко по-разному для каждой декады. У кого-то посложнее, у кого-то полегче. Но одно я могу сказать четко. У дев второй и третьей декады заканчиваются вот эти вот сложные вопросы, которые были последние несколько лет. Девы первой декады закончат эту историю. Могу сказать, что кармические вопросики закончатся в конце июля, но опять же у нас в конце апреля Уран перейдет в знак Близнецы, и здесь у Дев первой декады настолько все ускорится, что даже нужно будет пристегнуть ремни. Поэтому здесь, дорогие друзья, главное не переживать, что какие-то события грядут. Мы всегда со всем справлялись, и мы всегда со всем справимся. Самое главное справиться с собой, со своими эмоциональными качелями, и тогда все будет очень хорошо. Главное спланировать себе план, и тогда все будет еще лучше. Ну и делать. Эта зима – это то время, когда нам нужно делать. Никто за нас не сделает, никто. Никто не заинтересован в том, чтобы у нас получилось. Только сами, и тогда все будет очень хорошо. Дорогие мои девы-трудяшки, я в вас верю, у вас все получится, вы молодцы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающей зимы. В конце видео по классике актуальные ролики, если вы их еще не видели, не смотрели, посмотрите примерно, посмотрите видео. Здесь годовой прогноз, финансовый надев я запишу, я помню, я знаю, что вы очень сильно ждете. И асцендент в Деве уже вышел. На канале очень много видео на разных языках, в том числе для того, чтобы вы посмотрели, приняли верное решение, если вы где-то в чем-то сомневаетесь. Но всегда, исходя из этого, смотрите, как это будет влиять на вас. Потому что именно сейчас кармические узлы доходят. Финальный прогон по знаку Девы. Не просто так. Для того, чтобы вы посмотрели внутрь себя и посмотрели, кто есть вы. Хотите ли вы жить эту жизнь, которую вы жили последние несколько лет, или вы хотите большего? Вот это и есть основные вопросики, дорогие девы, к вам сейчас. И они закончатся в середине 2026 года. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. И я желаю вам потрясающей зимы, полной действий и осознания. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.